Если это так, то вот сейчас самое время командующим там наверху всем доказать, что это правда, что русские долго запрягают, но быстро едут, потому что очень серьезно опоздали. 10 километров, надо 15 километров пешком идти, чтобы противника увидеть. Какая-то там линия. Ну, так не называют это планом из 12 пунктов. Ну, дави, а потом скажи: русские, вот наше предложение. И начнутся переговоры. А то это план о том, как мы будем давить. Ну, давить. Интересно. Не дает покоя людям этот вот чертов Берингов пролив. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Прошу прощения за мой голос, я немного проболел, но мы попробуем его записать, как будто бы ничего особо не изменилось. Конечно, потому что мы понимаем, что новостная военная повестка меняется постоянно, обновляется. Ну, зрители, наши подписчики ждут и новостей, и комментариев, и мы продолжаем. Да. Что касается одного важного момента, хотел добавить. Уже то, что я говорил на Бусти, думаю, полезно будет проговорить и сейчас еще раз. Все, кто прислал нам свою электронную почту для участия в розыгрыше памятных призов, пожалуйста, проверьте почту. Там у победителей должно быть в почте письмо от нас, на которое вы должны ответить сообразно содержанию. Значит, пришлют далеко не все ответы, поэтому мы ждем, пожалуйста. Ну ладно, давай начнем с положения на фронте, как обычно. Минобороны объявила, что за эту неделю в Харьковской области были взяты под контроль 2 населенных пункта. Это Песчаное и Тихое. В Днепропетровской области тоже 2 населенных пункта. Приволье и Ивановка. Еще 2 в Запорожской области. Полтавка и Павловка. И в ДНР за неделю были взяты под контроль Плещеевка, Чунишино и Ленина. Ну, главное, что... Большой список. Да, большой список. Главное, что я говорил в прошлый раз, вот, что мы обсуждали, что в Покровске положение за предыдущую неделю существенно ухудшилось для защитников этого укрепрайона Покровска-Мирноград. Если мы посмотрим от Покровска и до севера Лимана, мы увидим 2 рога такие, ну, на карте. Российские позиции вдаются в украинские, как 2 рога, нацеленные на ту самую агломерацию Славянско-Краматорскую. И для меня эти вот 2 рога и их, естественно, направление на эту агломерацию, это последний мощнейший укрепрайон ВСУ Донецкой области, это и есть оперативный план Генштаба России на ближайший год, может быть, меньше, чем год. Значит, совершенно очевидно, даже вот прям по конфигурации карты. Что касается событий вот на южной части этого рога, этого полумесяца, да, в Покровске, не исключено абсолютно, что мы находимся накануне падения укрепрайона. То есть вот этот зазор там между подковами уже совсем сузился до минимального, там где-то 5 километров. Там внутри этого зазора стоит бригада ВСУ отдельная, которая распирает и не дает ее схлопнуть. Значит, туда ввели заслуженные, скажем, части вооруженных сил России. Прямо в этот зазор было непосредственное столкновение, прям лоб в лоб, с потерями для обеих сторон серьезными. В южной части проснулись неожиданно, так сказать, вот, и в районе железнодорожной линии. Не проснулись, я неправильно говорю, в общем, проявились многочисленные, находящиеся там вот эти небольшие группы российских войск, да, и началось прям сражение по всему, не по периметру, а прям по объему. Идет очень серьезное по всем вот сообщениям наших источников с фронта. Там идет очень серьезное сражение, и оно началось вот буквально несколько дней как. Уже после нашего выпуска субботнего. И за эту неделю вполне возможно будут кардинальные какие-то изменения в положении. Есть отклики даже в украинских этих самых
в социальных сетях, в том числе армейских официальных, да, из которых можно понять, что да, все там серьезно. Просто истощение сил защитников дошло до такой ситуации, когда наступает перелом. Но, конечно, есть вероятность подхода каких-то резервов украинских и так далее. Мы посмотрим, как будет все развиваться. Одно могу сказать, что там внутри сейчас находится приблизительно 3-4 тысячи украинских военнослужащих. Вот внутри этого мешка Покровск-Мирноград. Если считать по названиям, по бригад, приблизительно 6 бригад. Но они настолько мало не укомплектованы, там, до 20% комплектности, что на самом деле вот 3-4 всего как одна бригада, ну, может быть, там 1,5 бригады. Все они находятся фактически вот в этом окружении. Посмотрим, чем все это закончится, но, в общем, решающий момент наступает в этом сражении. В прошлый раз ты говорил о том, что группировка войск «Восток», она заняла позиции вдоль русла реки Янчур, и готовились они к форсированию. Я так понимаю, что оно произошло. Да. Вот за эту неделю так оно и случилось, причем на очень широком участке, не менее 12 километров, одновременно форсировали Янчур. В некоторых местах, вот мы обсуждали, что река-то где-то до 50 метров, ширина ее, да, а как будут форсировать, что какие-то понтонные мосты перебрасывать, тогда во многих местах бойцы просто раздевались полностью и переплывали реку, как будто вот... Даже не на лодках, а просто... Да, и перед собой толкали какие-то там надутые... С вещами. С вещами, да, какие-то там покрышки, автопокрышки и так далее, с теплыми вещами и так далее, сухими, и просто таким вот образом переплавлялись. Сейчас уже близко к 0 градусов, возможно, где-то. Хотя нет, там теплее. Там 12-14 градусов, но это очень холодно. 12-14 градусов – это холодная река совсем. Это важно еще почему? Потому что огромное количество линий укреплений Украины построено с опорой на русло рек. Вдоль русла. Но если вот при этом вот разреженном фронте таком вот переправы становятся вот такие, то значит эти укрепления построены, основываясь на опыте предыдущих сражений, то есть уже устаревшим, фактически уже устаревшим, вот так. И на самом юге, там, где войска группировки Днепр сражаются в Степногорске, и значительную часть города уже заняли, Приморск, Степногорск, там 4-5 дней уже идут непрерывные атаки, контратаки вооруженных сил Украины, и они очень интенсивные, иногда до 5 атакующих действий в сутки. То есть командованием ВСУ там решено дать решительный отпор. И в ответ, буквально во вторник, среду, началось наступление ответное. Группировка войск Днепр в другом месте, но посередине между Гуляйполем и Степногорском, на Малую Токмачку. Чем знаменито это место? Это та самая линия от Малой Токмачки вниз к морю, в которую входил вот этот вот, условно скажем, клин вооруженных сил Украины при знаменитом том контрнаступе лета 23 года. Наступление шло вот прямо через Малую Токмачку туда. И это оставался один из последних населенных пунктов, которые российская армия это сдала, а сейчас его забирает обратно. Постепенно все уже забрали. И поэтому вот это наступление на Малую Токмачку очень похоже, что было организовано для того, чтобы оттянуть войска от Степногорска в ВСУ. Вот, то есть облегчить положение. В общем, активизация боевых действий произошла сразу на нескольких участках. Ну, я думаю, что это связано с долгосрочными планами, которые давным-давно действуют. Это не связано даже с международной обстановкой и так далее. Это положение группировки войск Днепра, которые атакуют в сторону Запорожья через Степногорск и на Малую Токмачку, и группировка войск Восток, которая чуть восточнее, да, заходит уже в тыл укрепрайона Гуляйполя, это такой
район. Они должны соединиться. Да, они должны соединиться, как я считаю. И вот это положение, оно взаимное двух группировок, оно очень важно, и Сырский, Зеленский не могут этого не понимать. Сейчас они, видимо, сознательно жертвуют территорией, уступая ее, да, но они просто обязаны это сделать, иначе они все потеряют, там, вот, районный центр и укрепрайон. И вот в этом отношении вполне возможно, что сигнал о том, что Украина потихоньку пытается выводить войска из района Покровска, свидетельствует о том, что наступило понимание вот, критической ситуации на юге, что, может быть, просто фронт примите Покровска, но освободившиеся силы какие-то перебросить на юг. Это места, которые столько времени вот, выдерживают продвижение российской армии безостановочно практически. Вот недавно ты говорил о том, что сменяются времена года, и, соответственно, обстановка на фронте должно будет смениться характер боевых действий в силу там, слякоти или, наоборот, снега. Говорил про то, что городские бои начнут преобладать. Но вообще, какие действительно будут основные сейчас тенденции? Ну, понятно, что в целом, если вот вообще по всем деталям брать, то, конечно, зима, она в пользу ВСУ. Все-таки, смотри, когда на полях снег, то вот эти тепловизионные датчики, да, ну, то есть тепловизоры, они видят теплые, человека, да, теплые какие, или зверя, там, тела намного лучше. Технику, которая двигатель у нее нагретый, намного лучше, и даже там мотоциклы, все, что хочешь. И еще хуже. Вот я говорил так с недоумением, что вот этот след кильваторный за безэкипажным катером среди ясного дня, когда солнце светит белое, белоснежное, длинный такой, его невозможно не заметить. Да? Точно так же в снегу будут видны следы передвигающейся пехоты. Ну, на снегу человек идет пешком, да? Все, ты никуда не сможешь их деть. Это будет просто, так сказать, вот таким маркером сразу. Можно будет человека отыскать просто, как бы он там не прятался, да? К нему будут идти следы. Даже если он невидимка, следы-то все равно остаются. Вот это очень существенное обстоятельство. Но, конечно, зима как сезон тоже предполагает неустойчивую погоду. И могут быть и мокрые дожди, и мокрый снег, сильные ветра, туманы. В этот момент преимущество получает, пользуясь погодой, наступающая сторона, потому что во время мокрого снега с ветром очень трудно запускать дроны и атаковать наступающих, очень трудно. А при тумане, например, разведка не видит, да, наступление и так далее. То есть будут моменты, которые будет российская армия пытаться использовать, я имею в виду в погоде. А так, в основном, да, никуда не денутся городские бои. Абсолютно. Это будет вот сосредоточение усилий. Но в целом никакая зима боевые действия не остановит. Ничего, так сказать, этого вот. Раньше же как говорили, что больше, что слякоть, техника не может проехать. Сейчас про технику никто не вспоминает уже. Техника никого не интересует, там может проехать, не может проехать. Ну да, российская армия будет вынуждена расширять фланги, укреплять их, наносить удары на гораздо большую глубину, так сказать, там поражать Украину как раз впереди, если она решила наступать, да. Она все больше и больше будет опираться на дороги. Просто на дороге с твердым покрытием. Это понятно, но в целом все-таки вот эти наступательные движения, этот порыв не остановится. И есть чисто психологические такие наблюдения, которые тоже имеют значение, в частности, при наступлении зимы. Когда позиции в долгом стоянии, там, допустим, в наступлении или просто замерла линия фронта у сторон, обустроенные, обогретые, они уже знают, где что, там солдаты, заставить солдата сняться с места
И идти куда-то намного труднее, чем этих позиций нет. И это относится и к командирам. Никакой командующий не хочет на самом деле вот внутри себя вот такое ощущение, понимаешь, переносить свой штаб куда-то в другое место. Здесь у него и туалет, и даже душ, и знакомая медсестра есть. И черт его только там нет. Он все знает, они привыкли. Поэтому всегда и командиры, и солдаты с большим удовольствием вернулись назад на те места, которые они уже обжили. Так вот устроено наше сознание. Это нормально. Поэтому сдвинуть войска вперед наступления, если они очень долго находились в одном положении, намного сложнее. Но вот группировка Востока, она постоянно движение. Она не закрепляется на одном рубеже. Прости, а разве вот все, что ты описал, так называемая инфраструктура фронтовая, она разве не движется вместе с солдатами? Движется, если она движется. Но есть очень много участков, которые вот просто как встали, месяц, два, полгода. Нет, никуда я имеется в виду, ты говоришь, что они уже обжились, но они же все с собой забирают и идут вперед. На новом месте все заново. Выкапывают туннели, которые ведут к передовой, да, к позициям. На передовой, проводить там интернет, там много чего, пододвигать туда там, тыловые какие-то подразделения, налаживать связи с соседями и так далее. В общем, все заново. Да. И заканчивая этот раздел положение на фронте, я бы хотел обратиться опять к теории. Мы стараемся это делать для наших зрителей. Вот что я скажу. Все чаще и чаще те, кто использует сочетание слов ЛБС, линия боевого соприкосновения, это и военкоры, и дикторы телевидения, много кто вообще, да, они все чаще и чаще поневоле, не желая сами того, дезориентируют потребителя информации. То есть, на самом деле это искажение уже информации. Дело в том, что для меня линия боевого соприкосновения как линия исчезла. Потому что, представь себе, по карте огромный на сотни километров вытянувшийся фронт, в котором между войсками находится от 3 до 15 километров вот эта огромная серая зона. Я ее всегда называю зоной взаимного контроля, где контролируют территорию и украинские войска, и российские войска, в основном с помощью беспилотников, конечно, но не только. Заходит и разведка на приличное очень расстояние, внедряется. Все. Ее никак линией фронта не назовешь, никакая это уже не линия. Это нейтральной зоной, можно назвать. Точно не нейтральная Но зона. я просто по памяти, потому что между немецкими и советскими окопами называлась нейтральная полоса. У Высоцкого даже была песня. На нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Вот. Она была короткая. 400 метров до 800. Но редко, даже короче. К концу войны, Второй мировой, до 800, до километра даже доходила. Но тут просто совсем уже, так сказать, 10 километров. Надо 15 километров пешком идти, чтобы противника увидеть. Какая-то там линия. Это уже никакая не линия. Все, надо заканчивать с этим термином. Что-то другое применять. На прошлой неделе ты довольно подробно рассказывал о резервистах, о том, что означает вот эта вот реформа. Тогда в прессе были сообщения о том, что их будут отправлять за границу на сборы. Не очень было понятно, о чем конкретно речь, но ты в первую очередь сказал, что резервисты, по твоему мнению, должны будут охранять важные инфраструктурные объекты, в первую очередь энергетические, потому что прилеты случаются, а охраны должной у них нету, чоповцы на такое не способны, а вот резервисты как раз это те, кому смогут доверить, по идее, такие функции. И вот, как выяснилось, так и есть. В Генштабе вчера объявили, что резервисты будут направлены на сборы на как раз-таки такие важные объекты, в первую очередь НПЗ, и в первую очередь они будут заниматься защитой от дронов. Так что все так и...
Да, потому что это самое логичное решение. Во-первых, их действительно можно обучать по военно-учебным специальностям на полигонах на этом достаточно тяжелом вооружении. Ну, я имею в виду артиллерийские системы, вот, зенитные спарринговые установки, там, ракетные установки. Да, можно по-настоящему их учить. И их достаточное количество, чтобы прикрыть все. Есть такое выражение, что русские долго запрягают, но быстро едут. Если это так, то вот сейчас самое время командующим там наверху всем доказать, что это правда, что русские долго запрягают, но быстро едут, потому что очень серьезно опоздали. Ну да, очень это серьезно. Продолжается уже. Конечно, горят и горят эти пока что это еще на этапе законопроекта на самом-то деле. Ну, короче, я так думаю, что надо, что сейчас должны предприниматься, в общем, интенсивные действия, очень, так сказать, и быстрые по формированию этих команд, распределению и так далее. И кто-то, в конце концов, на чем я всегда настаиваю, должен принять на себя персональную ответственность. Вот прям за все МПЗ. Вот один человек должен отвечать за все. Он должен знать, где у него резервы, какое вооружение, с какого завода на какую что перебросить. На уровне регионов. На уровне нет. На уровне прям один человек, отвечающий Министерство обороны, который будет координировать все снабжение и обучение этих войск. Мне кажется, такого не будет, потому что вот в Генштабе как раз-таки и объяснили, что резервисты будут направлять в свои родные регионы. Да, вот. Да, конечно. Может быть, все-таки это будет на уровне регионов какой-то. И потом начнутся ведомственные терки. Один регион будет просить оружие, а другого региона нет оружия и так далее. В общем, это должен кто-то в центре решать такие сложно. вещи. Да, но в общем, первый признак того, что все-таки гирька до пола дошла. Кто-то пытается ее опять назад подтянуть и начать работу по защите НПЗ. Одновременно в нескольких СМИ, в том числе со слов Зеленского, значит, объявлено, что Украина собирается строить в США предприятия по производству своих беспилотников или каких-то беспилотников там, по совместной программе. Ну, я уже говорил, что уровень развития ВПК в Соединенных Штатах таков, что Украина ничего не может предложить вообще, так сказать, вот, с точки зрения технической. Да, так сказать, там, что интересует американцев, в первую очередь, опыт боевого применения. Как эти беспилотники запускать, тактика их и так далее, где лучше выждать, где посмотреть, как себя ведет локаторы российские и так далее. В общем, вот в этой части у ВСУ, без сомнения, опыт богатый, и он очень востребован. Вот. Что касается самого железа, самих беспилотников, то Украина ничего не может дать Соединенным Штатам. Но в этой сфере зато произошло интересное событие, важное, на фронте. Одновременно в 3 регионах украинских были зафиксированы прилеты корректируемых авиабомб российских, которые летели на какие-то очень большие расстояния, которые раньше никогда не фиксировались. Там Полтавская область, Николаев, Харьковской области. От 130 до 200 километров дальность полета. Но я так понял, что это корректируемая авиабомба вот с этими раскладными крыльями, модулями управления, которые и планирования, которые используют реактивные двигатели. То есть бомба, та же самая авиационная бомба, дешевая, все, но к ней еще каким-то образом ее соединили с реактивным двигателем. Это, конечно, дороже значительно уже просто, чем крылышки. Двигатель есть двигатель. Их не может быть в таких количествах, так много, как обыкновенных железяк. Но, тем не менее, сам по себе факт очень важный, потому что 200 километров – это совсем уже далеко. Это можно накрывать цели в глубоком тылу, и так, что будет совсем незаметно. Все-таки эти бомбы чугунные, железные, они почти не сбиваются, очень плохо сбиваются. Тут надо 2 слова буквально сказать. Начиная с 20-х годов, там 100 лет прошло от 20 века, стало понятно, что если самолет, он просто из очень тонких материалов сделан, там алюминий и так далее, у пули прошивает насквозь, что если зенитный снаряд или даже пуля зенитного пулемета пролетит через бомболюк и попадет в бомбу,
Детонации надо избежать. Поэтому бомбы всех народов делали такими, что они не взрываются вообще. В принципе, можно расстреливать в упор из автомата, и она не взорвется. Только специальным образом через взрыватель. Поэтому, когда такая бомба авиационная с крыльями, да, летит к цели, в нее можно попадать. То есть она выдерживает попадание, в том числе и зенитных снарядов даже. И ничего не происходит, она продолжает лететь. Ну, как бронированная цель. Российско-украинско-американские отношения, если их так можно назвать, претерпели изменения с последнего нашего выпуска, когда мы рассказывали о том, что вот, вроде как договорились о встрече в Будапеште, плюс на уровне министров иностранных дел. Выясняется, что все поменялось с тех пор. Сначала Трамп сказал, что не очень-то хочет устраивать встречу, если нету четкого плана действий, и лучше не терять времени даром. Потом он уже официально объявил, что встреча отменяется. Более того, вышел материал Wall Street Journal, в котором говорится, что Америка сняла ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет, что позволит им наносить удары вглубь России. Трамп, правда, очень быстро выпустил заявление в своей соцсети Truth Social, где сказал, что это все фейк-ньюс, и Украина будет отправлять, если и будет отправлять какие-то ракеты, то это не американские, Америка тут ни при чем. Ну, выглядит опровержение, как будто он как бы так замаскировал свое разрешение таким вот образом. Да, по крайней мере, я так понял, что это не стопроцентное опровержение. А ты в прошлом выпуске как раз говорил про то, что есть такой вариант, что Америка будет поставлять томагавки, но будет делать это тайно, чтобы потом, в случае чего, просто официально сказать: мы разрешаем, а оружие уже есть. Ну, ты знаешь, есть и другие виды вооружений, которые сейчас можно уже завозить на Украину, потому что они раньше завозились и не являются дестабилизирующим элементом. Это не только эти вот ракеты Storm Shadow, но и американские ракеты. Вот, например, по совершенно свежей программе, ИРАМ называется, производятся ракеты. Ну, была поставлена перед Пентагоном задача, перед промышленностью, сделать ракеты большой дальности, ну, что типа крылатые ракеты большой дальности, но дешевые. И вот они вроде как попытались, у них вроде как получилось. Две фирмы разные ракеты произвели. Кстати, непонятно, какая из них все-таки принята на вооружение, но уже Конгресс санкционировал 3200 штук, можно продать Украине. Это не то, что сейчас прям вот, знаете, а можно в будущем. И первая партия большая предполагается осенью. Ну, осень-то, значит, вот уже на улице осень. Вот, поэтому вполне можно сейчас ждать и этих ракет. Это запускается с любого истребителя, и МиГ, и F-16, и Мираж. Ракета, которая летит на дистанцию 460 километров. И у нее 227 килограмм боеголовка. И это уже тебе не вот эти самолетики, которые там летят куда-то на НПЗ, а прямо вот, да, настоящее такое оружие. Но, говорят, оно совсем дешевое. Там 250 тысяч долларов штука. Совсем дешево. Да, ну, некоторые говорят, что если очень много сделать, сразу там несколько тысяч, то можно даже до 150 тысяч снизить стоимость. Вот, за счет то есть военные концерны, они к такому прибегают. Да. Ой, там такое сейчас идет драка, кто будет делать. В общем, если эти ракеты ИРАМ, которые созданы по совершенно новой программе и нигде еще в мире вообще не использовались никогда никем, попадут на Украину, и им устроят настоящие вот фронтовые испытания прямо на СВО в ходе боев. И это как бы цены нет такому оружию, если она в ходе вот испытаний на фронте все замеченные неисправности, это программное обеспечение и так далее, все отремонтируют, отрихтуют, устранят все баги и так далее. Вот все. И в будущем цены ему не будет на международном рынке.
Но что касается самого, то есть события, что сорвалась встреча в Будапеште, у меня такое впечатление, что Трамп просто понял, что непримиримые позиции, просто непримиримые у Киева и Москвы, противоположные, что Зеленский хочет прекратить боевые действия и больше ни о чем не разговаривать, без всяких переговоров на месте, а Путин, наоборот, хочет сначала договориться обо всем, а потом уже как мы знаем, прекратить вообще-то боевые действия. Позиция такова уже, что самое главное – это передача России всего Донбасса. Нет, на основании чего? Конечно. На основании каких решений? На основании передачи Донецкой области. И это непримиримая позиция абсолютно. Все, Трамп просто сказал, что воюйте. До тех пор, пока кто-то кого-то, так сказать, не склонит силой оружия к своей позиции, будем ждать. Вот мне кажется, он просто ждет теперь. Он для того, чтобы выглядеть все-таки прилично в глазах своих союзников, общественное мнение, объявил о том, что оружие сейчас передается дополнительной партии, санкции ввели впервые, кстати говоря, с момента инаугурации Трампа против России и так далее. То есть он какие-то шаги сделал против России. Но, в общем, он ждет. Мне кажется, так. Как ты сказал, позиции Украины и России непримиримые. Тем не менее, стало известно, что Европа готовит мирный план, состоящий из 12 пунктов. Лично мне не очень даже понятно, почему в этом плане 12 пунктов, а, допустим, не 7 или не 18. Да? Потому что там очень много пунктов, которые, в общем, совсем не обязательно, они не сущностные. Например, передача, обмен пленными, возврат детей в семьи. Это вообще гуманитарные вопросы, которыми можно спокойно заниматься без всякого этого мирного соглашения в рамках Стамбульского процесса. Дипломатам просто поручить, и все, и будет отлично все. И главное, что это так и делалось на самом деле. Поэтому есть некоторые вещи за уши буквально притянуты. Но в целом этот план предусматривает просто давление на Россию. Такой план. В нем нет вообще никаких предложений для России. Вообще никаких. И в центре лежит такое убеждение, которое высказал президент Финляндии Ступ. Это что русские не сядут за стол переговоров, если на них не надавить. И, соответственно, отсюда в плане надо собрать деньги на вооружение Украины, надо дипломатическими способами влиять, и необходимо вводить новые санкции и так далее. В общем, план принуждения, я бы так сказал, это не план переговоров. План переговоров, он другой. Я вам предлагаю то-то, вы нам то-то, давайте искать пути согласования наших позиций. Здесь никаких позиций никто согласовывать не собирается. Называется мирный план. Он никакой не мирный на самом деле. Наверное, речь идет о том, что нужно сначала как-то надавить, а потом уже... так не называют это планом из 12 пунктов. Надави, а потом скажи, русские, наше предложение. И начнутся переговоры. А то это план о том, как мы будем давить. Давить, да. Понятно. После звонка Путина Трампу высказался также глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. И он рассказал, в частности, что есть такая идея создания тоннеля между Чукоткой и Аляской под Беринговым проливом. Явно эта идея зародилась после той знаменитой встречи на Аляске. И теперь мы пытаемся наладить сотрудничество с США, да? И параллельно с этим появилась еще одна новость, о которой ты сейчас расскажешь. Ты знаешь, сразу 3 новости сошлись. Да, мы их обсудим в одном месте, в Беринговом проливе. Но в одном ты немножко ошибаешься. Они не придумали это. Они вытащили из загашника идею Хрущева. Да. Никита Сергеевич предлагал построить этот туннель еще тогда, 60-70 лет назад. Тогда, когда коммунистическая Россия развивалась, осваивала Сибирь, Дальний Восток, все было направлено туда, вся страна пела «А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги»,
Тогда это воспринималось абсолютно естественно и в тренде вот этого развития. Почему? Потому что вкладывались огромные деньги, перекрывали Енисей, да, как пел Висбор, там строились новые предприятия, гиганты, там, как говорили, социалистической индустрии, начали уже проектировать БАМ в то время, развивались вот эти новые территории, индустрия продвигалась на восток, и как бы Советский Союз осваивал Сибирь, Дальний Восток, вот, и в конце естественным образом нарисовывался этот туннель в Соединенные Штаты, когда вот волна этой индустриализации докатится до Охотского моря, до Берингового пролива, и можно будет продукты, произведенные, промышленные, естественно, в Сибири, на Дальнем Востоке, предложить американцам для торговли. Ну, там были химические предприятия, там нефтянка, лес, конечно, очень много леса, и там руда, что угодно. Тогда эти идеи воспринимались здраво и нормально. Естественно, потом все это остановилось. Дальше Магадана или Якутии ничего там дальше не пошло. И сейчас в современном уже мире, когда такую идею вынимают из архивов, она должна быть переосмыслена. Потому что понятно, что сам туннель сейчас по современным понятиям недорогой. Люди научились строить туннели не тогда, тогда была тяжелая задача при Хрущеве. Сейчас люди научились строить туннели такой ширины, и недаром предложили это Boring Company от этого самого Илона Маска этим заняться, что Маск умеет строить туннели, все. И даже уже более-менее подсчитали, сколько там 10 миллиардов, по-моему, долларов. Для такого грандиозного проекта не так дорого. Ну, дальше что? Встает вопрос, что возить? Потому что, для чего он нужен? Ни там нет дороги. То есть ты вышел из туннеля на американскую сторону, и до ближайшей автодороги, у них, кстати, это хайвей, 880 километров. То есть еще предстоит построиться. А вот если ты из Америки вышел в российскую территорию, закурил, смотри, там Магадан 2000 километров по прямой. А если с учетом всех вот извилин этих горных хребтов и так далее, да, значит, надо построить дорог на 6000 километров. Ну, на 5000 километров минимум. То есть огромная стройка в очень тяжелых условиях из севера, русского севера. Да. Значит, уже сейчас понятно, что с Китаем так развиваются отношения, и такая торговля наладилась, что БАМа не хватает, что железных дорог не хватает, там пробки, все забито, нужно в 2 раза увеличивать пропускную способность дальневосточных железных дорог. Надо вот туда вкладывать все, потому что это коммерческие проекты, которые прям деньги принесут открыто. Значит, жители Якутска десятилетиями ждут моста, что единственный крупный субъект федерации, разрезанный гигантской рекой Леной пополам. И он на длительные сроки, там, на несколько месяцев в году, вообще, так сказать, теряет связь между двумя половинками своими. Да? И вот сейчас пришла новость, что, значит, закончено строительство первой опоры. Только лишь. Первые опоры этого моста через Лену, по-моему, их должно быть 28 штук таких опор. Она гигантская, все. Длина 4 километра 600 метров. Ничего так себе, через Сибирскую реку. Эти реки, значит, наши Ангара, Енисей, там Лена, Иртыш. Томи, Иртыш, да, это как Амазонка, короче, тут все всерьез. И это ждут люди, и это принесет прибыль, и это окупится со временем. Как окупится дорога на Берингов пролив, чего туда везти? Сейчас пока все планы Хрущева, значит, вообще коммунистической партии, они остановились. Поэтому сейчас в России есть 2 крупнейших региона, с которыми она мировых, которыми она может вести быструю, на коротком плече торговлю. Это Европа, которая отказалась от торговли с Россией, и Китай. Вот
Китай действительно настолько заинтересован в строительстве дорог через всю Россию в Европу, прям очень сильно заинтересован, что это может состояться, дать плоды, все. Дорогу на Берингов пролив, на Аляску, Россия потащит сама, одна, без всякой помощи. Там никакой Китай, ему это не надо. Вот экономически, с точки зрения ожиданий людей, которые там живут, это самое главное, оно выглядит вот так пока что. Может быть, какие-то есть соображения, которых я не знаю. Может быть. Ну, редкоземельные металлы. Недаром Трамп, когда пытался Зеленского заставить действовать в своей воле, да, еще тогда, во время первой своей ссоры, он все это привел, в конце концов, к заключению договоренности, большому договору между Украиной и США по недрам. Началось оно все с редкоземельных металлов. Китай является монополистом в производстве и переработке концентрата редкоземельных металлов по большинству позиций до 90%. От него критически зависит весь мир. И, конечно же, американцы очень хотят найти в других странах месторождения, которые можно было бы развивать, добывать эти редкоземельные металлы, потому что вся оборонка на них. Этому новейшему самолету F-35, который сделан с использованием технологии стелс, невидимка, да, на каждый самолет необходимо 400 с лишним килограммов редкоземельных металлов дорогущих. Без них не будет самолета. И вдруг Китай, вот только что мы услышали, прочитали, резко ограничил продажи редкоземельных металлов, вернее, обложил их очень сложными условиями, как их можно продавать за границу. Трамп, вот только что, слово можно применить, взбесился. Когда его реакция была прям чрезвычайно эмоциональная, да? И Америка ничего не может противопоставить вот этой зависимости. Самая настоящая зависимость. Ну, а Россия, конечно же, для Китая, в первую очередь, дорога в Европу, железная дорога в Европу. Вот это вот надо все развивать для китайцев. Что касается вот этих всех богатств русского севера, то, конечно же, Трамп был бы очень рад, если бы... Ну, не Трамп, неправильно я говорю, вообще весь американский истеблишмент был бы очень рад, если бы Россия наладила самостоятельное производство редкоземельных металлов на продажу. Чтобы хотя бы не только Китай, еще и была Россия. Вот так. Вот это все может как-то коррелировать с планами строительства моста через Берингов пролив. Но только когда-то, потом, когда сначала построят мост через Лену, железные дороги расширят, пойдут гигантские, так сказать, объемы торговли через это, вот тогда, может быть, как последний этап, в конце, может быть. Сейчас все, договорить даже не хочу об этом, несерьезно. Хотя мечта Никиты Сергеевича была грандиозная, а ведь коммунисты, они часто страдали так называемой мегаломанией. То есть у них все должно было быть самое огромное, самое большое. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. Так, параллельно мы узнаем и из уст уважаемого академика, начальника Курчатовского института, шефа, академика Ковальчука, о том, что он продолжает свой проект, он является энтузиастом, по строительству подводных атомных газовых танкеров, подледных. То есть гигантские подводные лодки, которые повезут сжиженный газ из Сабетты через Северный морской путь, потому что Европа не будет это покупать, она отказалась, через Берингов пролив и в Китай. Почему? А вот ледоколы не нужны. Прямо подо льдом пойдут. Но нам-то проще, потому что ровно год назад, прямо год назад, мы нашим зрителям рассказывали об этом проекте и задавали вопросы командирам подводных лодок и подводникам, всем, кто связан с этой специфической сферой человеческой деятельности, военным, конечно. Мы от Ковальчука узнали детали. Да. Значит, этот танкер подводный должен брать на борт газа сжиженного примерно столько же, сколько газовый танкер Кристоф де Маржери, вот новейший, который на вооружении нашего торгового флота есть. И
Длина его 360 метров под водой, ширина 70 метров, высота 30 метров. Это гигантская рыбина тащит этот газ в Китай. Но сразу можно сказать, что вот это, значит, если ты прорубаешь Северный морской путь с помощью ледоколов, у тебя в кильваторе, вот в этой полынье, пойдут корабли любого назначения. Контейнеровозы, газовозы, что угодно, в том числе китайские. А атомный реактор, он будет стоять на этой подводной лодке, которая только газ возит. Очень сложная, очень дорогая конструкция, все-таки атомная подводная лодка, не просто так. И никто в мире такого не строил, ни Россия, ни США, вообще никто. Таких размеров невероятных. Да. И тот же самый атомный ледокол гораздо дешевле и, самое главное, привычнее. Знаем, как его строить уже. Мы являемся лидерами в этом деле. Проведет просто неизмеримо большее количество кораблей тем же самым маршрутом. И вещь, которую сам, значит, Ковальчук сказал, что потребует освоения очень многих технологий, и это все-таки дело будущего. Он не настаивает на том, чтобы через 5 лет это все пошло. Но, как выяснилось из его слов, уже поручен проект разработки этого атомного подледного газового танкера. Делает его КБ «Малахит», который имеет большой очень портфель конструирования подводных лодок, да? И, в общем, приступили научные коллективы к проектированию. Поэтому-то я сейчас об этом и сказал, что это не просто предположения какие-то, да, и теоретизирование, а прямо уже конкретный проект, который вот... В общем, все это неплохо так совпало, действительно. План туннеля, газовый танк. Одновременно, да, построили первую опору моста через Лену. Значит, одновременно Ковальчук объявил о том, что ученые, конструкторы начинают изучать, приступать к проектированию этого подводного атомного флота газового. И предложение а Дмитриев предложил вернуться к идее Хрущева прорыть туннель. В общем, не дает покоя людям этот чертов Берингов пролив. Он прямо у них в мечтах. Русская Аляска. Да, кстати, наверное, в голове у многих это сидит. И как бы кажется им этот проект более каким-то человеческим и теплым. Да. Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы работаем для вас по-прежнему. Надеюсь, вам было интересно. Присылайте ваши вопросы и подписывайтесь. Самый простой способ нас поддержать – подписаться на этот канал. Подписывайтесь на Telegram, на Boosty. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Всего хорошего.